Всем привет! Скоро у нас светлый праздник Пасхи. По этому поводу была разработана вот такая 3D модель. Если вас не интересует модель, а интересует только вот такой STL файл, смотрите в описании под видео. Если же вам интересно, как настраивать вот эти параметры, смотрите дальше. Приятного просмотра. Значит, я бы сказал, самый наиболее значимый параметр это вот тип рендеринга. Это вот целое яйцо. Можно ее печатать вот так, но тут штука в том, что для того, чтобы ее напечатать, определенно надо будет здесь поддержки. И при отделении здесь будут артефакты оставаться некрасивые. Для того, чтобы печатать без поддержек, был разработан второй вариант. Это вот такой. По сути, как видите, это две половинки одного и того же яйца. Их можно печатать разными, например, цветами. И потом просто склеить аккуратно. Есть еще третий вариант рендеринга, он называется демо. Использовать его для печати не рекомендую. По сути, это демонстрация, что если напечатать вот такие вот пасхальные яйца и расположить их в таком же порядке. Переходим дальше. Следующий параметр у нас называется количество фрагментов. Сейчас стоит 180, это значение по умолчанию. Если мы уменьшим, то вы поймете, что это такое. Вот, например, 10. Видите, какое яйцо угловатое стало. Можно печатать и так, может кому-то нравится. Мне больше нравится, если по-честному, вот такой 36. То есть оно вроде как и не совсем гладкое. И вот такой оригинальный получается. Вот такие фасетки. Если поставить там 3, ну это чисто демонстрационный режим, ну и непонятно, что это яйца. А вот если 4, то даже можно понять, что это вроде как, ну не вроде как, вот 5 уже, по-моему, на яйцо похоже. Ну 5, да. С горем пополам это уже яйцо. Ну 6 и дальше это уже еще более похоже. То есть можно поиграться, потом выбрать что и напечатать. Тот вариант, который вам подходит. Значит, идем дальше. Дальше есть цвет. То есть, как вы видите, вот этот вот цвет поверхности, его можно менять. Например, красный, там, желтый. Еще есть вот такой, не знаю, как переводится, морской волны, что ли. Здесь следует учесть то, что цвета меняются только в этих двух режимах, предназначенных для печати. То есть целое яйцо и две половинки. Если демо, то там цвета предопределенные. То есть вот этот параметр не учитывается. Ну и последний вариант, это длина яйца. Честно вот скажу, взял яйцо и замерил. 57 миллиметров. Бывает, правда, говорят, от 53 до 64, по-моему, длина яйца. Но это такое. Значит, давайте попробуем, проверим. Вот сотка. Вот видите, вот как раз длина яйца сотка получается. Все остальные параметры масштабируются соответственно. Можно указать десятка, это такое маленькое яичко получится. Десятка. О, десятка. Ну вот такое маленькое, то есть высотой в сантиметр. Выбирайте, кому какое надо и печатайте. Всем спасибо за внимание. Всех с наступающим светлым праздником Христового воскресения. Христос воскресе! Будем живы, увидимся!